Всем привет! Вы на канале Dash Models, и сегодня я буду строить модель вот этого легендарного автомобиля ГАЗ М20 Победа. Итак, сегодня я хочу вам показать маленький обзор на небольшой автомобиль. Это довольно молодой производитель Arma Models. Arma Models вообще это магазин, но в последнее время и стал производителем небольших моделей из смолы. И это довольно интересная тенденция. Просто бизнес перерастает в настоящее производство, а не просто купи-продай, как это часто бывает. И здесь в наборе несколько деталей, и мы соберем с вами автомобиль Победа в 35-м масштабе. Это, кстати, тоже не очень классический масштаб для именно автомобилей, но он, можно сказать, такой танковый. Но у меня в коллекции есть несколько Opel от i7, и это будет довольно хороший экземпляр в мою коллекцию. Чтобы модели были примерно похожие в одном масштабе, всегда это как-то приятно сравнить разные модели одной эпохи. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Вы видите, что здесь нет обозначения, что это ГАЗ, производитель, потому что фирма ГАЗ очень имеет сложные отношения с различными модельными фирмами. Видимо, что-то у них не задается с лицензированием, и производители лишний раз не хотят вступать с ними в какие-то судебные разбирательства. Поэтому просто победа, она и в Африке победа. Открываем. А внутри есть небольшой список деталей, который проверил упаковщик номер 4. Интересно, просто мне часто попадается в наборах от Звезды тоже 4-й упаковщик. Это у меня какая-то традиция. И тут такая небольшая незамысловатая инструкция, потому что автомобиль, тут в принципе все просто. Шасси, корпус, бампера, остекление. Ничего сложного. Соответственно, поэтому такая инструкция. Детали выполнены методом печати на фотополимерном принтере. И они тут 2-3 видов. Соответственно, поставляются вот в таких решеточках. И я так понимаю, что они сделаны специально, чтобы при транспортировке не повредить такую хрупкую модель, такие хрупкие детали. Потому что смола сама по себе очень хрупкая. Так что я хочу отметить очень хорошее качество, потому что для автомобиля это очень важно, чтобы не было никаких зазубрин. И он идеально гладкий. И вообще просто, не знаю, я думаю, приятно будет с этим работать. Надо будет аккуратно отделить вот эти поддержки и с помощью наждачки немножко зачистить эти места. И они отделяются буквально пальцами. Так что тут проблем с этим быть не должно. Соответственно, вот маленькие прозрачные детали тоже в такой решеточке. И менее ответственные детали типа сидений, они выполнены, видимо, уже на другом принтере, который имеет некоторые артефакты печати. Видимо, это связано с тем, что у него просто меньше разрешающая способность. Соответственно, эти дефекты, они не критичны абсолютно. И даже одного движения в наждачке вам хватит, чтобы убрать вот этот маленький дефект. Вообще, я на самом деле очень довольна качеством этого набора. Соответственно, вот элементы шасси тоже вот в такой решеточке, чтобы не повредить такую хрупкую деталь. У меня есть? Есть. Что? Давайте сейчас освободим. Видите, смола какая хрупкая, то есть от одного движения просто все крошится в не совсем контролируемых местах.
Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Сейчас уберем защитный этот колпак. И, кстати, главная особенность работы со смолой – это использование не модельного клея, а использовать именно суперклей, потому что смола – это практически, не знаю, не совсем пластик, такой какой-то полукамень, наверное, по своим свойствам. То есть его нельзя с помощью растворителя размягчить, как это обычно бывает с пластиком. Вот так вот выглядит днище. Сейчас вот эти поддержки тоже аккуратно можно убрать. Желательно это делать несколько приемов. Вот видите, даже выхлопная система, все тут отлито. Ну, немножко условно, но в принципе для автомобиля это простительно. Давайте приступать к сборке. Первым шагом, освободив корпус от поддержек, я приступаю к его грунтовке, и здесь я использую аэрозольный грунт. А следом я приступаю к окраске, и здесь я использую краски Мачете цвет светло-бежевый. Первый прототип Победы был построен к 27-й годовщине революции 6 ноября 1944 года, и он имел шестицилиндровый двигатель ГАЗ-11 мощностью в 76 лошадиных сил и обозначением М25. Вторая машина М20 с четырехцилиндровым 50-сильным мотором выехала из экспериментального цеха в январе 1945 года. В середине же июня обе машины отправились своим ходом в Москву, где 19 числа состоялся их показ высшему руководству страны. М20 и М25 предполагались к серийному производству с первоначальным запуском шестицилиндровой машины, так как для освоения четырехцилиндрового мотора ГАЗу потребовалось и время, и средства. Следующим шагом из аэрографа я окрашу шасси, и здесь я использую черный глянцевый цвет, а уже черным матовым кисточкой я окрашу покрышки. Однако, как писал в своих мемуарах главный конструктор Горьковского завода Андрей Александрович Липгард, Сталин при осмотре шестицилиндровой Победы счел, что это слишком близко к ЗИС-110, и такая конструкция недопустима. Далее создатель машины так описывает проведенный в Кремле показ новой техники, когда судьба Победы в один миг повисла на волоске. Товарищ Сталин открыл дверцу и сел на заднее сиденье. Я пытался разъяснить, что машина не будет дороже М1, но товарищ Сталин остался при своем мнении. Товарищ Сталин высказал мнение, нужны ли нам 3 типа легковых автомобилей и нельзя ли обойтись одним ЗИС-110 и малолитражкой. Тогда я обратил его внимание, что М20 на целую тонну легче ЗИС-110 и что с четырехцилиндровым двигателем машина очень экономична, так как мотор очень удачной конструкции. На пути из Горького расход бензина был только 10 литров на 100 километров пути. А что это за мотор? А мы сделали его сами на основе опыта, полученного при работе с двигателями для танков. Вот это другое дело, такую конструкцию я признаю, сказал товарищ Сталин. А при помощи маркера я нанесу хром на хромированные детали корпуса автомобиля. Товарищ Сталин открыл дверцу М20 с четверкой, осмотрел внутренность и перешел к образцам Форда. Осматривая последние, он, видимо, сравнивал их с М20. «Надо принимать машину с четверкой. Машина хорошая», — сказал он. Товарищ Молотов спросил, почему у машины сделан тупой перед. Ответ был таков. Такова современная тенденция. Последние образцы в США все сделаны так. Это уменьшает лобовое сопротивление и упрощает конструкцию. Сейчас нам это несколько режет глаз, так как мы еще не привыкли. Товарищ Сталин дал согласие присвоить М20 название «Победа». А выпуск шестицилиндровой «Победы» был отложен на 10 лет. И также кисточкой и при помощи разнообразных металликов я обозначу приборную панель, и коричневым цветом я окрашу руль. И черным цветом я окрашу резиновые уплотнители остекления на корпусе автомобиля. И практически завершающий этап я нанесу смывку.
прозрачного пластика я вырезаю стекление и при помощи суперклея я устанавливаю его на свое место. Я совсем забыла окрасить выхлопную трубу и глушитель. И уж точно последний этап работы над моделью я установлю номера, переведу декали. Итак, моя модель готова, и мне хочется сделать небольшое отступление и сравнить несколько моделей, которые у меня есть в коллекции. Собственно, коллекционирование и позволяет сделать вот такой интересный сравнительный анализ машин, которые, в принципе, очень похожи. В интернете ходит очень много слухов, что наша Победа это является полной копией Opel Kapitana немецкого производства. И внешне действительно сходство есть, но не все так однозначно. Как видите, тут разное количество остекления, разные двери, но дизайн-код действительно очень похож. И мне кажется, это даже свойственно практически всем машинам, которые выпускались с 30 по 40-е годы прошлого века уже, можно сказать, почти 100 лет назад. И если вы посмотрите на современные машины, то вы тоже, мне кажется, заметите общий дизайн-код. И многие машины действительно отличаются только какими-то небольшими деталями, как, собственно, на эти две машины. Также тут можно сравнить два производителя. Это Arma, а Opel у меня от ICM. И собирала я его, наверное, уже лет 7 назад минимум. Точно. И, как видите, машины по длине одинаковые абсолютно, но по высоте Opel немного выше, и на самом деле он более точный и правильный, так как у меня есть вот такая линейка, которая уже прям в метрах показывает в каждом масштабе, 35-й масштаб. Если приложить, то получается где-то 1,60 м, а почему-то Победа вышла 1,40 м. Хотя в интернете, если посмотреть, то их высота примерно одинаковая, разница, по-моему, сантиметров 3 или 5. И, в принципе, в таком 35-м масштабе мы эту разницу могли бы просто вообще не почувствовать, и они были бы на одной высоте. Так что это просто такой небольшой нюанс. Мне кажется, Arma Models немножко ошиблась. Так же, как и упустили такую деталь, как сделать горловину, точнее лючок топливного бака. Также интересная деталь, что когда я клеила номер, а номер я взяла от модели ZIL бортовой 130 от фирмы АВД, который недавно, кстати, вышел, и он тоже в 35-м масштабе. И казалось бы, что номера – это такая вещь, которая делается стандартизированно, имеет общие размеры, что грузовики, что легковые. У всех, в принципе, эта табличка имеет один и тот же размер. Но почему-то мне пришлось вырезать из жести большего размера табличку, так как тоже где-то, именно в этом масштабе разница была в 1-2 мм. То есть у газа, получается, немножко ошиблись с размером номерной таблички. А в целом также еще хочется сравнить именно технологии печати, как это сделали в Арме, и также я собирала от фирмы Red Iron модель москвича, который тоже выполнен по технологии 3D-печати, как и наша Победа. И вы можете сравнить, насколько качественно получилось это сделать у Армы, потому что хоть я москвича даже полировала, накладывала 2 слоя грунта, 3 слоя краски и лак, и все это пыталась полировать и выравнивать, все равно я вижу дефекты 3D-печати в виде вот этих вот слоев заливки, или точнее слоев выращивания модели на специальном столике. А у Армы я вообще ничего не делала, кроме того, что
просто загрунтовала и покрасила модель. И вообще не вижу вот этих вот слоев дефектов в печати. Дефектов — это такая особенность, и у каждого принтера там своя разрешающая способность. И в этом плане ребята из Arma очень постарались и сделали довольно качественную модель. И в целом я еще хочу сказать, насколько она была качественна именно в процессе сборки. Я довольно легко собрала и склеила детали, и не повредив ни одну деталь, что довольно сложно, особенно если работать с деталями из смолы. Они имеют довольно хрупкую структуру, и случайно вместе с поддержкой может оторваться какая-нибудь важная часть машины. Но тут очень грамотно поделили ребята на сегменты саму модель, и получилось довольно хорошо. Единственное, я только заменила вот эти все перегородки, которые, не перегородки, а разделяют стекло на несколько частей. Мне пришлось их сделать из металла, так как я случайно все-таки их повредила, но это, наверное, моя оплошность, а не производителя. Так что я довольна. А если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока. А сейчас вы увидите готовую модель более подробно.